Так, вечер сейчас. Лета уже нет. Буду соединять две семьи. Вот правую и левую. Они у меня в улье через перегородку. Справа, там где темная сторона. Это те пчелы, которые зимой пересыпались. Семейка. Она уже на поправку пошла. Все хорошо. И меду принесла. А слева это я поселил тот раек, который у меня вылетел из ящика с неплодной маткой. Ну, прошло 12 дней. Яиц нету. Матка ушла на облет, значит, и не вернулась. Сидят они без матки, поэтому я им литочек сейчас прикрою и будем ускоренным методом соединять эти две половинки. То есть этот выскочивший раек присоединять к той семье. По той причине, что раек сейчас слабенький уже стал. Матки нету, запускать их на второй круг по матке, они совсем ослабнут. Поэтому, как по мне, то значит правильнее их будет соединить. Вечер. Все уже пчелы слетелись. Соединять я буду с помощью ароматизатора. Вода с добавлением вот такой вот фигни от Гуччи. Стырил. Вернее, презентовали мне домашние мои. Пожертвовали для пчел. Так, можно применять всякие разные пахучки. Типа одеколону, эфирных масел. Ничего страшного в этом нету. И так можно. Так, можно соединять их и через газету, конечно, но через газету может матка оказаться в клубке, потому что здесь вся пчела летная, молодой пчелы практически нет. Роевая пчела, вся летная. Летная пчела матку не очень любит новую, поэтому присоединить-то их можно, но матка семьи, к которой присоединят, может оказаться в клубке. Эти пчелы захотят ее прибить. А это явно не в наших интересах. Вот так вот их одеколончиком, чтобы они все одинаково пахли. Эту семью и ту семью. И они попутают кто откуда. Пока они там разберутся, пока запах выйдет, то пройдет время, и они уже станут жить дружно. Метод вполне рабочий, вот, и для ленивых. Но, может, и не совсем для ленивых, потому что гнездо надо разбирать. Залезла под рукав, гадость моя. Он хочет меня там ужалить. Есть, нет. Сейчас даст. Что там переживать? Это они тут рамки сушат. Поставил я им рамок на обсушку с медом, чтобы жизнь облегчить. А они, к сожалению, прозевали матку. Ну, жизнь такая, ничего не сделаешь. То, что матки не прилетают после облета, история довольно частая в наших краях. Уже я к этому делу давно привык и даже не расстраиваюсь. Вот. В нынешнее время были 3 молодые матки в 3 семьях. Ушли все на облет в одно время. Одна пришла, облетелась. Нормально работает, яйца откладывает. А 2 не пришли. Вот одна из 2, которые не пришла. Вот та семья вторая, она помощнее, то я ее запущу на другой круг. Пусть еще раз матку выводят, там у них маточник есть. Без проблем. А эти шаромыжники, конечно, уже им запустить их на второй круг, все равно, что приговорить. Они и так были слабенькие. Вот у этих шаромыжников нету никакого белого налета на рамках. То есть они не работали. Эта рамка дала им от другой семьи открытый расплод, чтобы рой не слетел. Чтобы привязать их к улью. Они расплод выявили, все хорошо. Потеряли матку и заложили на этой рамке свящевые маточники.
Улей черный стоит. Сразу видно, улей открыл. Белого воска на рамках нету, так называемой пановки. Значит, семья не работает. Значит, семья, что-то ей не хватает, в плачевном состоянии. Вытащим заставную доску. И будем опрыскивать пахучкой вторую половину. Так, заставная нам уже не надо. Вот. Переходим ко второй части. Раек опрыскали, будем опрыскивать теперь семью, к которой этот раек будем присоединять. Вообще есть одно правило. Семья, которую присоединяют, должна быть не более, по величине не более чем 30% от семьи, которая ей присоединяет. Вот я присоединяю раек к семье, то раек должен быть составлять только 30% от силы семьи, к которой я сейчас ее присоединяю. Иначе пчелы, которых присоединяют раек, могут возбухать, качать свои права. Вот. И может так получиться, что грохнет матку. С большой долей вероятности так может получиться. Поэтому это правило желательно соблюдать. Вот злые уже стали. Вот, потому что если присоединять через газетку, то очень часто, когда в семье, которую присоединяют или которой присоединяют много летной пчелы, заканчивается бедой для матки. Матка попадает в клубок. И, соответственно, из клубка, как правило, выходят матки инвалидами. Так, а сейчас мы их ароматическими веществами побрызгали. И пока они расчехлятся, где там чей запах, то им будет не до матки. И обычно такая авантюра успешно проходит. Так, ну вот и все. В этой семье было 7 рамок расплоду. Теперь они усилились тем райком слабеньким. И тут 2 недели, 2-3 недели, и расплоду будет у матки рамок 8-9, и можно будет делать отводок, или лучше сделать сборный отводок. Посмотрим по обстоятельствам, как будут матки, когда будет медосбор, будет, не будет, и будем принимать решение, что с ними делать дальше. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Подвела меня матка роевая, молодая. Улетела облетываться, а назад не прилетела. Сейчас они имеют общий запах, потому что их обрызгал ароматизатором. А когда ароматизатор прекратит свое действие, то семья уже приобретет общий для них запах и драться не будут. Так, ну, во всяком случае, когда я брызгал, было заметно, что они между собой не дерутся. А если поставить рамки сразу, без ароматизатора, то будет бойня. Так, ну, была бойня или не будет, будет завтра видно утром. Будут вытаскивать трупы из нижнего литка или нет. Такой контрольный осмотр. Бедные офигевшие пчелы, те, которые вернулись с полей после того, как я улей обрызгал, закрыл. Еще где-то осталась летная пчела, которая будет возвращаться до самой темени. Вот она возвращается, в свой дом возвращается, в свой литок, а там полный бардак. Все набуханные, все пьяные, запах у семьи другой, и пчелы офигели. Прилетели домой, а тут такой сюрприз. Какие-то непонятные пчелы живут, совсем по-другому пахнут. И не знать, что с ними делать. И вот эти бедненькие пчелки, которые имеют запах семьи, которые не опрысканы и вернулись с полей, сейчас стоят раком и просятся в свою же семью, впрашиваются. Потому что прилетели, запах у семьи другой, так просто не зайдешь, убьют.
И они впрашиваются, а ночевать где-то надо. Вот они прилетели с каким-то медом и стоят, кланяются, просятся в свою же собственную семью. Какое горе. Зрелище. Когда в семье пьют, горе всем настает. Ну ничего, они на утро прохмелеют, и будет все у вас хорошо. И вас пустят, и те протрезвеют, одни и вторые. И завтра уже с утра начнете нормально работать. Вот день следующий. Обед следующего дня. Трупов нету. Трупов из литков не выбрасываю, значит они не дрались ночью. И значит все хорошо. Вон видно, как пчелки роевые прилетают на свой литок, а там закрыто. Они бедные покрутились и залетают в литок этой семьи, которые присоединены, потому что у них запах теперь одинаковый. Вот видно, роевые пчелки никогда перги не носили, а сейчас несут пергу. У них матка появилась с расплодом, они начали таскать пергу. До этого не носили. В общем, авантюра с алкоголем успешно удалась, по всей видимости.